There are 6 laws to the conscious mind that I want to share with you. Есть 6 законов работы сознания, которыми я хочу с вами поделиться. The first law is that thoughts are real forces. Первый закон – это то, что мысли материальны, мысли обладают реальной силой. That every thought you think is a force and an energy. Каждая мысль, которую вы обдумываете, обладает силой и энергией. And it's important for us to remember that. И это очень важно помнить об этом. The thoughts that we think each and every day are not meaningless. Каждый день мысли, которые мы обдумываем, они не бесполезны, они не проходят бесследно. They are real forces having an effect in your life. Они на самом деле являются силами, управляющими вашей жизнью. And that's law number 1. Thoughts are real forces. И это закон номер 1. Мысли обладают реальной силой. The second law is that the mind is a sending and receiving station of thought. И второй закон, то, что наш мозг способен посылать и принимать информацию извне, из Вселенной. Sending and receiving happening all the time. И вот это вот посыл информации и прием информации происходит постоянно, непрерывно. So our thoughts don't just remain within us. Так что наши мысли – это не просто то, что остается с нами. They go into the energy web of all reality. Наши мысли все время поступают в энергетическую паутину общей реальности. They attract to us opportunities. Они привлекают к нам возможности. That we are part of everything. И мы являемся частью всего происходящего вокруг. And this is not just my theory. This is not just John Keho's theory. Это не только моя теория, это не то, что придумал Джон Кехо. This is what quantum physics teaches us. Это то, чему учит нас квантовая физика. So the third law of the mind. Итак, третий закон работы мозга is that the law of attraction. Закон притяжения. And the law of attraction states that we're forever thinking that thoughts that are emotionalized become magnetized and attract similar and like thoughts. Закон гласит следующее, что мысли, снабженные эмоциями, способны притягивать нам то, о чем мы думаем. So any thought that you think with emotion suddenly changes the thought. Мысль, заряженная эмоциями, всегда меняет наше бытие. So when you're really angry or you're really depressed, that changes the thought. Когда вы злитесь или находитесь в состоянии депрессии, это меняет ваше мышление. It makes it attractive. И ваше мышление становится притягивающим. And it attracts things that you're depressed about or that you're angry about. И ваши мысли таким образом притягивают вещи, из-за которых вы чувствуете депрессию или то, на что вы злитесь. Вы втягиваете это в свою жизнь. And the same with strong desire. Такой же эффект происходит с сильным желанием. Or when you have faith that something is going to happen. Или если у вас есть вера в то, что что-то должно произойти. Or when you're operating with confidence. Или когда вы делаете что-то с очень большой уверенностью. This is a vibration of energy. Это и есть вибрация энергии. Success is a vibration of energy. Успех является вибрацией энергии. Think of it as energy. Поймите это, воспримите это как энергию. And then you'll be able to work with mind power very effectively. И тогда, если вы это поймете, вы сможете управлять силой своего мозга с большой эффективностью. The fourth law is the law of control. Четвертый закон – это закон контроля. And the law of control states that we are forever thinking thoughts, but we have the power and the ability to either entertain them or dismiss them. Закон гласит о том, что мы можем управлять своими мыслями. Мы можем либо развлекаться со своими мыслями, либо убрать их в сторону, либо использовать. And you have this ability in your mind. When a thought comes to you, because you're not your mind. Let's remind everybody. Я хочу вам напомнить, что мозг является только небольшой составляющей вас самих. Я вам это напоминаю. You're not your mind, and you have the ability to either entertain a thought or dismiss it.
Таким образом, у вас есть возможность либо поиграться с какой-то мыслью, принять ее, либо вычеркнуть и выбросить ее из себя. And that means that any negative thought that is persisting in your mind is there because you're allowing it to be there. Это означает то, что если какая-то негативная мысль гуляет у вас сейчас в мозгу, это значит, вы разрешили ей там быть и властвовать вами. Because if you tell it to go, it must go. Потому что если вы скажете ей «убирайся», она из вас уйдет. The problem is we didn't know that. Проблема в том, что мы раньше об этом не знали с вами. Because we thought we were our mind. Потому что мы думали, что наш мозг и мы – это единое целое. And so whatever it thinks, we think we have to think it too. И поэтому мы думаем, что то, о чем думает наш мозг, это на самом деле думаем мы. No more. С этого момента это больше не так. Tell the mind, new boss in town. Скажите своему мозгу: New boss. в городе новый хозяин. We're going to think differently. Мы теперь будем мыслить по-другому. And as we think differently, different things happen to us. И с момента, когда мы начнем мыслить по-другому, в нашей жизни начнут происходить новые вещи. So the fourth law says we can either entertain thoughts or dismiss them. Таким образом, четвертый закон гласит то, что мы можем либо принять эти мысли, либо вычеркнуть их, уволить их. And the question becomes, what are we still carrying around inside us? И теперь вопрос заключается в том, что мы до сих пор таскаем в своей голове. What are we carrying inside us that should have been put down a long time ago? Нет ли там того, что уже давным-давно надо было оттуда убрать? Past failures, Прошлые неудачи, resentments, отвержения, grudges, нехорошие действия по отношению к людям, difficulty that we're having with other people. какие-то проблемы во взаимоотношениях с людьми. How much are we carrying around us that should have been put down a long time ago? Сколько этого мусора мы носим у себя в голове, то, что должно было уже давно быть выброшенным. And how long are you going to carry this with you? И как долго вы еще собираетесь это носить с собой? Your whole life? Всю свою жизнь? You're going to carry this your whole life? Вы что, до конца жизни будете в себе это таскать? Thoughts are real forces. Мысли – это на самом деле реальные силы. And you're going to carry this your whole life? И вы что, все это будете до конца жизни таскать? Any negative thought that is persisting in your mind is there because you are allowing it to be there. Любая негативная мысль, которая держится у вас в мозгу, держится там только потому, что вы разрешили ей там быть. Because you have the power and the ability to either entertain thoughts or dismiss them. Потому что у вас есть возможность и способность либо удерживать эти мысли, либо вычеркнуть, выбросить их. Now the fifth law Итак, пятый закон. is the law of insertion. To insert something. Закон вложения, инвестиций. And the law of insertion states that we have the power and the ability to insert any thought of any type into our mind. Закон вложения говорит о том, что мы способны вместить в свой мозг любую мысль, которую мы захотим. And this gives us great power. И это дает нам огромную силу. It means that we have the power and the ability to insert any thought of any type into our mind. Это значит, у нас есть сила и возможность вселить любую мысль любого качества в свой мозг. This is the way our mind works. Это тот способ, которым работает наш мозг. Don't just let your mind think you. Не позволяйте вашему мозгу думать вместо вас. Be involved in your mind in giving it thoughts to think. Поучаствуйте в процессе, в отборе тех мыслей, которые вы позволяете своему мозгу обдумывать. Every day I put into my mind thoughts of success. Каждый день я вкладываю в свою голову мысли об успехе. Every day I put into my mind thoughts of abundance. Каждый день я вкладываю в свою голову мысли об изобилии. Every day I put into my mind thoughts of health. Каждый день я вкладываю в свою голову мысли о здоровье. Every day I put into my mind thoughts of friendship and joy and happiness. Каждый день я вкладываю в свою голову мысли о дружбе, о радости, о счастье. Why? Почему я это делаю? Well, why not? А почему бы и не делать этого? Every
day I go into my mind. Каждый день я иду к моему мозгу. Every day. Каждый день. Every day. Каждый день. I go into my mind. Я захожу в свой мозг. And I insert these thoughts. И я вставляю туда эти мысли. And I tell my mind, are you busy right now? Я спрашиваю свой мозг, ты сейчас чем-нибудь занят? Do you have some time? У тебя есть немножко времени для меня? Okay. Да, есть? Here's what we're going to think about. Вот о чем мы с тобой сейчас будем думать. And I tell my mind what it's going to think about. И я сообщаю своему мозгу, о чем он сейчас будет думать. Because I'm the boss. Потому что я здесь начальник. And the mind must listen to me. И мой мозг начинает подчиняться мне. And the mind will cooperate with you. И ваш мозг начнет с вами наконец-то сотрудничать. It's just like the mind has been a spoiled child. It's never been trained before. Ваш мозг на сегодняшний день это балованный ребенок, воспитанием которого никто не занимался. It just does whatever it wants. Он вытворяет то, что хочет. And when we bring in this new system, it's actually happy. И когда мы внедряем эту систему новую, ему это начинает нравиться. Because it gets to fulfill its ultimate destiny. Потому что он начинает наконец-то выполнять свое великое предназначение. And the destiny of your mind is to know all things. А предназначение вашего мозга это знать все обо всем. And your mind is very curious. И ваш мозг очень любопытный. And so this is how we lead it. И вот таким образом мы его ведем. We show it the possibilities of what is going to happen when it cooperates with us. Мы показываем ему возможности, что может произойти, если мы с ним начнем сотрудничать. And the fifth law is the law of insertion. We have the power and the ability to insert any thought of any type. Пятый закон говорит о том, что закон вложения. Это говорит о том, что мы можем вложить в наш мозг любую мысль, которую захотим. And the sixth law is the law of connection. Шестой закон – это закон соединения, связи. And the law of connection says that the inner and the outer worlds are connected. Закон связи говорит о том, что внутренний мир и внешний мир постоянно сообщены друг с другом, связаны. The inner world is the world of our thoughts. Наш внутренний мир – это мир наших мыслей. The outer world is the world of circumstances and situations that happen to us. Внешний мир – это мир обстоятельств и всего того, что случается с нами. These two worlds are connected. Эти два мира связаны друг с другом. And no one told us that before. И я объясню, как это работает. We sort of thought that, things just happen to us. Мы иногда думаем, что в нашей жизни с нами что-то случается. And it's all just good luck and bad luck. И бывает удачи и неудачи, которые сами случаются. Some people are very lucky, some people are not. Есть люди удачливые, есть люди неудачливые. But that's not true. Это неправильно. You create your own luck. Вы сами создаете свою удачу или неудачу. You create your own reality. Вы создаете свою реальность сами. You are the one that is making things happen. Вы человек, который позволяет вещам происходить в вашей жизни. And it's a combination of your thoughts, beliefs, and your actions. И это комбинация ваших мыслей, уверований и действий.